Окей, друзья, вы находитесь на канале Карзерс, и знаете что, мне в последнее время частенько спрашивают, мол, какое оборудование надо, чтобы начать перетягивать салоны, и насколько вообще сейчас это целесообразно. И я решил копнуть еще немножко глубже, показать весь свой быт мастера, который работает сам на себя в небольшой мастерской, поиск клиентов, откуда они берутся, финансовую составляющую. И второй пример, когда вот эта самозанятость перерастает в такую предпринимательскую деятельность, когда уже ты не один сам на себя, а когда на тебя уже работают, пару человек. Также со всеми примерами финансовых, кто сколько зарабатывает, уже какое оборудование, откуда клиенты, там немножко уже все отличается от того, когда ты работаешь один и сам на себя. В общем, приятного просмотра. И, конечно же, самое главное, это найти помещение, в котором будет приятно работать. В данном случае, вот она моя мастерская. Небольшая мастерская, по сути, это обычный гараж. 2,5 метра на 6 метров. И половина, скажем так, этой мастерской тупо чиллаут зона, в которой можно просто вот хорошо провести время. Так вот, с друзьями посидеть, покурить кальянчик. А вот уже рабочая зона, это занимает примерно половина мастерской. И этого на самом деле хватает просто вот так вот. Я бы не сказал бы, что тут тесно. Да, есть такой момент, когда перетягиваешь какой-нибудь потолок от крузака 200-го, но в котором тупо, 3 метра только в длину, и есть небольшие неудобства. И, возможно, скажу такие банальные истины, но самое главное, чтобы вам было приятно в этой мастерской находиться. В конце концов, вам здесь, можно сказать, жить, проводить большую часть своего времени. И если вам тупо тут просто неуютно находиться, что говорить уже о качестве работы. Здесь должно быть тепло, уютненько, светло, что немаловажно. Можно ли заниматься перетяжкой салонов дома? Увы, нет. Максимум, что вы можете делать, это вот перетягивать рули дома. Там вам и, собственно, балкона хватит. В данном случае будет молотить компрессор, вонять клеями, в общем, дома, увы и ах, нет. Насчет помещений, конечно, мне фартануло в каком плане? Я живу в своем доме, и раньше это был сарай, которого тупо, благо, не текла крыша и были стены. И это все я облагородил дешевым пластиком, и получилось тут так уютненько. И на самом деле можно то же самое сделать из любого другого гаража. Насчет отопления, у меня зимой, вот когда минус 30, справляется спокойно обычный обогреватель. Благо, я предусмотрительно под этим пластиком положил там всякие утеплители, и из-за этого, в принципе, здесь зимой очень даже комфортно работать вот так вот в маечке. В общем, про помещение мы выяснили, и давайте перейдем к необходимому оборудованию. А на самом деле, чтобы перетягивать салоны, и не так его много и надо. Самое главное, это швейная машинка. Перед вами дешевая китайская швейная машинка, как дешевая, все относительно. В свое время я ее покупал за 15 тысяч рублей новую. Сейчас же она стоит, в районе, по-моему, 30-ки. Это было 5 лет назад я ее покупал. Стол стоил пятак. Сейчас я не знаю, сколько он стоит на самом деле. И, конечно же, то, что крутит швейную машинку. Стоил в районе 6 тысяч рублей тогда. Само собой, понимаете, то, что сейчас все это стоит, можно сказать, в 2 раза дороже. Но на самом деле не обязательно прям покупать новый комплект. Можно спокойно найти на том же Авито комплект весь за 30-ку. В данном случае машинка промышленная, машинка с двойным продвижением. Это когда помимо нижней лапки есть еще и вторая вот эта лапка, которая подтягивает материал, что в свою очередь обеспечивает более стабильный стежок, меньше вероятности, что она споткнется. Также есть машинки двухстрочные, с тройным продвижением, но они все стоят очень, на самом деле, очень дорого. Даже когда я начинал, они стоили недешево, а сейчас, что говорить. И на самом деле я вам не советую сразу кидаться на них, начните с малого, разберитесь в этой машинке. А потом уже, если у вас пойдет, тогда, раскошелитесь на что-то более интересное. Хотя мне вот этого хватает за глаза. Также еще такой момент, есть машинки с одинарным продвижением материала. Это когда только нижняя лапка подтягивает материал. Увы, она не подойдет. Она выглядит, кстати, абсолютно так же. Но вот продвижение только одинарное, и она больше рассчитана для легких материалов. В нашем случае вот это наш бро.
И, разумеется, нитки для этой машинки специальные, полистироловые, повышенной прочности, как бы любые не подойдут. Вот у меня тут целая стена на самом деле этих ниток различных цветов, и это на самом деле мало их. Ну а где можно приобрести те же нитки, клея, материалы, с которым я работаю, ну, эко-кожа, алькантара. Магазин Шумка.ру, вбивайте в поисковике в гугле Шумка.ру. И, собственно, там довольно-таки большой онлайн-магазин, и это не реклама, я просто на самом деле сам там все покупаю. Что-то могу найти и у нас в городе, ну, например, материал у нас в городе не найти. Те же нитки, ассортимент цветов, ну, маленький. Клея, да, клея я покупаю у нас в городе, хотя можно с таким же успехом и заказать с магазина. Это очень важная на самом деле информация, потому что поначалу, когда вот 5 лет назад банально я начинал, и это для меня была целая вот история найти хорошего поставщика, у которого можно вот в одном месте сразу все купить. На самом деле это нужная информация, которой я с вами делюсь, дабы вам упростить жизнь, собственно. Ну а вот эти все иголки для швейной машинки, лапки, вот эти ограничители, в принципе, можно найти в любом городе, в магазине, где продают швейную фурнитуру. Если у них нет в наличии, скорее всего они могут заказать. Также я вот пришел просто вот в первый попавшийся магазин швейных машинок, у них не было в наличии этой данной машинки, я просто ее там вот предоплату сделал, они заказали, она пришла, и все, вуаля, она вот она стоит, уже 5 лет здесь работает на славу. Собственно, чтобы перетягивать рули и сиденья, нам больше-то и ничего и не надо. А вот чтобы перетягивать потолки, нам нужен компрессор. Вот там у нас под столом вон тот малыш, которого мне вполне тоже хватает. Это не самый большой и мощный компрессор, да? Ну такой малышок. Производительность 250 литров в час всего-то. Ресивер сколько тут? 25 литров, 25 литров, по-моему, да. В принципе, его хватает. Минус маленького ресивера то, что он постоянно молотит. Это да. Вот эти компрессоры однопоршневые очень громко молотят. Это да. Но они дешевые. Они покупал его тоже, по-моему, за 8 тысяч. Но может сейчас за десятку можно вот такой компрессор найти. Да, уже качает хуже значительно, чем новый. Если там заявлено 250 литров в час, то сейчас он, дай бог, 100 качает. Медленно качает, но верно. Его хватает. Пистолет тоже, в принципе, самый, наверное, дешевый. С дюзой 2 мм или 1,8 мм. В общем, в этом диапазоне. А зачем нам, собственно, для этих целей дорогой пистолет? Да ни зачем, поэтому... Вот тоже ему, я не знаю сколько лет. Я когда только начинал его купил, вот до сих пор вот у меня один пистолет служит. Что мы тут увидим, кстати, еще на стене? Молотки, пассатижи, отвертки, паяльники, утюг, фен строительный. Фен вообще строительный как расходник. И каждый год приходится новый фен покупать, потому что не знаю почему, то ли мне так везет, но они, сука, дохнут просто постоянно. Это ножницы, кстати, любые ножницы не прокатят. Ножницы должны быть хорошие, портные. Вот эти ножницы в районе рубля покупал очень давно, и поэтому они очень долго служат. А что-нибудь за 200 рублей, ну вообще, ну это можно сразу их выкинуть. Немаловажно респиратор. Так как вытяжки здесь нету, работаем с клеями, растворителями. Респиратор необходимая штука. И то я вот когда нанес на потолок клей, я нахрен отсюда бегу, потому что, ну, тут очень воняет сильно. Потом часочек, 1,5-2 я сюда захожу спокойно и уже клею. А так как у нас клей термоактивационный, то есть с ним работаешь после того, как он полностью высыхает, и уже нагревая какой-нибудь элемент, вот местный нагрев производим, и производим, собственно, на это место поклейку. Также у нас тут есть вот такая интересная машинка. Она нужна, чтобы стачивать края кожи. Я бы не сказал бы, что она на самом деле необходима. Очень редко ей пользуюсь. И то на самом деле я купил, потому что у меня был стол, у меня был вот двигатель. И вот выскочил вот этот вариант за очень дешевые цены купить вот эту машинку. Мне кажется, она еще даже с советских времен. Ну и вот, собственно, все, что надо, чтобы выполнять качественно работу. Швейная машинка, компрессор
теплое, кайфовое помещение. Но это не все. Вам же на самом деле еще интересно кое-что. Это финансовая составляющая. Насколько выгодно этим заниматься. Есть ли вообще смысл этим заниматься? И вот прежде такое небольшое отступление. Вот сейчас у всех есть какой-то свой мерч, да? Ну, майки делать, ну, банально. А вот просто так просить донаты, ну, хорош. Ну, мне совесть не позволяет. Надо же взамен что-то предлагать. И вот на самом деле я подсмотрел идею у Жорика Ревазова. Он сейчас делает портмоне, кошельки, вот это все, да. И я такой думаю, блин, я 5 лет шью на машинке, а почему бы мне не вот свой мерч не делать? Кожаные сумочки, вот такие бананы вот. И кошелечки. Вот такие. Очень крутая сумка. Из натуральной, дорогой кожи. С подкладочкой, сделано с любовью. Такую вещь я вам скажу сразу. Вы в магазине, в торговом центре не купите. Тут каждый стежочек выполнен с любовью. Вот в различных цветов вот будет. Пока они не продаются, вот пару вариантов только сделал, пробивающую эту тему, чтобы прям вот качество было прям вот такое, что прям вообще не придраться. Но знаете, в чем проблема? Я, блин, не могу придумать название, как назвать свой мерч. И для этого я хочу предложить вам вариант какой вот. Такой розыгрыш. Напишите в комментариях, как бы назвали вот этот мерч. И который мне больше всего понравится, комментарий, тот получит вот такую крутую сумку. А если никакой не понравится, да вы в любом случае ее получите, просто на рандоме выберу один комментарий. Да и даже больше скажу, наверное, каждый последующий видос, который будет, я буду вот кому-нибудь дарить вот по такой сумке в рандомном порядке любому человеку. Вот выберу вот и подарю. Мне кажется, это очень круто. Где вы такую вещь получите на халяву за комментарий? Да, собственно, нигде. Ну, посмотрите, какая сказочка вот. Кармашек сзади, чтобы туда положить документы всякие, да. Вот здесь открываем, здесь подкладочка, большой кармашек. И телефон влезет, и кошелек, и объектив на камеру, собственно, туда тоже влезет. Ну, на лето сказка, когда вы в шортах, и, собственно, в карманы же не положишь все это дело. Накинули на себя и пошли гулять. И насчет цены, если я буду продавать, вот смотрите, подобные сумки, которые также шьют с любовью, ручной работы, ну, стоят в районе 5 у кого-то, в районе 6 у кого-то. И вот мне интересно, вы купили бы такую сумку за 5-6 тысяч рублей? Ну, я, наверное, скорее всего, ниже сделаю цену, качество у меня не хуже будет, но цены, я думаю, все-таки сделать пониже, потому что, ну, 6 тысяч я все-таки думаю, ну, до хрена за нее. Вот как думаете, 4 нормально? Вот за 4 пойдет тема, не? Вернемся к нашим баранам. Сколько можно зарабатывать на пошиве? Вообще насчет финансов, насколько актуальная тема? Скажу сразу. На новую машину вы здесь не заработаете. Да, наверное, в любом деле, где вы работаете один, где вы ремесленник, вы много денег не заработаете. Опять же, опираясь на наш не особо богатый регион, если бы, допустим, я бы работал в Москве, в Питере или, например, в Краснодаре, то, понятно, прям зарабатывал бы, ну, чувствительно больше. В общем, где-то в районе 35, ближе к 40 в среднем получается мой доход, вот если все месяцы суммировать. Когда-то больше получается, когда-то получается значительно меньше. Особенно вот эти месяца, январь, февраль и предотпускные месяца, то есть июнь, июль, август. Тогда да, есть небольшая просадка, ну а вот эти месяца весна, осень, это вот такое обострение прям начинается, когда всем надо и быстрее, и вот приходится реально из мастерской вообще не вылазить. Очень много работы, и порой она растягивается, я бы даже сказал, месяца на 2, на 3. То есть, если вы хороший мастер, да даже если вы средний мастер, без работы вы вообще не останетесь, работа у вас будет всегда. Это гарантированно. Машин становится только больше, и все хотят, поверьте, ездить в красивом салоне с черным потолком из алькантары, на кожаных сиденьях. Так что в этом плане без хлеба вы не останетесь, и это вот гарантированно. Но разбогатеть
не разбогатеете. Ну и, собственно, возникает логичный вопрос. А если у меня так много работы, почему я это не масштабирую? Почему я не возьму человека второго, который также будет вместе со мной шить? Ну, как бы, это логичный вопрос, да? На самом деле, скажу честно, мне вот работа с чужими тачками, но вот здесь уже надоело, откровенно надоело этим заниматься. 2 года назад у меня появилась маниакальная идея: надо строить свой проект, надо все это дело снимать на YouTube. Увы, на данный момент YouTube мне вообще денег никаких не приносит. Но я скажу честно, я с удовольствием бросил бы заниматься чужими тачками, если бы даже вот мои сумки продавались бы, блин, и приносил какой-никакой доход, и ютубчик начал приносить какой-никакой доход. Пошив, ну его нахрен. Заебался, откровенно заебался. Это, на самом деле, это нервная работа. Это кажется, что это вот сплошное творчество, бери и шей. На деле это ни хрена не так. Это очень нервная работа. Постоянная спешка, блин, тебе клиент, ну что там, не всегда получается все с первого раза. Понятное дело, когда вы уже набьете руку, вот этот момент брака будет сводиться к минимуму. Но тем не менее, все равно бывает, что что-то не получается. А я очень близко к сердцу все это дело воспринимаю. У меня если что-нибудь не получается, все, у меня нахрен сон пропадает, блин. Я перестаю есть, худею, и вот это все вытекающее. В общем, вот тупо надоело. Ну, со мной это все ясно. Ну, перегорело, с кем не бывает. Но начинали всю эту пошивную деятельность мы вместе с моим старшим братом. И вот у него, знаете, немножко другой подход. Более такой предпринимательский. И он смасштабировал все это дело. И поэтому мы сейчас отправляемся к нему и смотрим, как у него все это дело обстоит. И вот мы находимся уже в мастерской брата, в ателье. Ну, здесь значительно просторнее, мне кажется, да, но это как бы не все. За стенкой еще примерно такое же помещение. Но мне кажется, будет более логично, если всю экскурсию проведет непосредственно брат. Рассказывает про услуги, которые они предоставляют, и, собственно, что к чему и как. Вот, например, про полировочку, про вот это всякое оборудование для химчистки. В общем, сейчас, я думаю, он все расскажет. Блогером никто тебя не заставляет, ты выйти, просто рассказывай. Как начинать? Все, рассказывай лично. Приветствую вас на своей территории. Давайте я вам покажу и расскажу, что у нас, где и как, из чего начиналось, куда мы пришли и куда бы нам прийти хотелось. Начнем мы с кабинета, как его назовем. Между собой называем его кельей. Здесь у нас стенд с подменными рулями. То есть вот эти все рули пользуются, когда машина приезжает на перетяжку, руль. Если у нас позволяет наличие, модельный ряд, ставим, машина уезжает, мы занимаемся перетяжкой. Гораздо легче и нам, машина здесь территории не занимает, и, соответственно, владельцу. Образцы, как мы делать можем и как делать не надо. Вот так делать не надо, это чехол. Надо делать именно так, как мы можем. То есть это перетяжка полноценная. Тут сейчас в работе 200-й крузер, это перетянутые стойки, черный материал, окрашенный пластик также в черный, машина была бежевого цвета. Материал уже следующий, потолочная ткань, да. Следующий на очереди у нас Mazda шестерочка на перетяжку, вот уже заказали материал под нее. Материал бывает разный, как качественный, так и не очень, также и очень качественный. Мы и наши клиенты в основном выбирают некоторую середину. Тут когда-то был куплен бокс с целью начать делать такие же, все пока некогда. Тут вот у нас имеется куча образцов всех моделей, цветов, расцветок, фасонов. Кейсы также лежит куча таких же образцов. Иногда нам это обилие мешает, запутываем сами себя и клиента. По технической оснащенности, что вам показать. Также в качестве, не то чтобы факультатива, но не основной, так скажем, наш вид деятельности, это полировка. Для этого были куплены последние, опять же, из линейки хороших машинки. Кому интересно, роторная и орбитальная. Кто чуть-чуть в теме понимает, разные круги, разных номеров, разных хороших, в общем, производителей, для разных работ. Здесь все приблуды у нас для химчистки. Кстати, мало в городе есть потоков химчисток, у кого есть такие приблуды для химчисток, в кои входит озоногенератор, торнадо, парогенератор,
экстрактор, в общем, пылесос трехтурбин, много чего есть. Вот напротив у нас мойка, ничего такого рядышком нет, они у нас для ответственных работ иногда занимают оборудование. Ну, здесь опять же, кто хоть чуть-чуть понимает, можете посмотреть на обилие и разнообразие материалов, которыми мы пользуемся. Из этого всего я, кстати, знаю очень хорошо ВД, то что Это, только ВДшка и все. кстати, к делу отношения особо не имеет, это я на своей машине колеса откручу. Так, ну, опять же говорю, производители хорошие, дорогие и качественные. Кстати, клиенту это не всегда нужно. Это те самые колеса, которые я откручу. Для точечных таких работ иногда полируем фары, иногда надо будет выбить грязь, помыть. Тут у нас нет слива, воды нет, в принципе, но портативный керхер есть именно для таких операций. Ну, благо, кстати, расположение еще ателье удобно, то что прямо... Да, прямо напротив мойки. Это вот целая куча про круизер, который я только что говорил, это все запчасти от круизера. Вот, опять же, чтобы чуть-чуть вы понимали, посмотрите, сколько штук, наверное, штук 100 как минимум всяких вот этих писек маленьких. Надо каждую взять, каждую зачистить, потом праймером, потом несколько слоев краски. Потом просто многие спрашивают, что так дорого, пластик пыльный. Так, давай про пылесос. Вот пылесос. Пылесос это моющий пылесос, называется производитель Керхер. Профессионально. Есть полупрофессиональные, есть бытовые, это профессиональная вещь. Стоит, я не помню сколько, 42 тысячи, по-моему, она стоит. Это пылесос обычный трехтурбинный, 22 тысячи он стоит, я помню. Пушка. Забыл, как называется, в общем, дути. На самом деле ей собак сушат, но она очень пригождается для автомобиля. Это озоногенератор. Тоже очень нужная, полезная вещь, особенно в теперешних условиях коронавирусных. Убивает все, что шевелится, все микробы, все бациллы. И очень, кстати, важная вещь в данном помещении – это очень крутое освещение. Обратите внимание, насколько тут светло, сколько тут источников света. Света много не бывает, мы постоянно вот сначала какой-то период времени хватает, потом добавляем. Так пришли, сначала были боковые, потом добавили вот эти, потом добавили вот эти, сейчас уже куплены еще. Слушайте, это все еще не горит. Да. Так, складское помещение. Складское помещение. Складское помещение выглядит у нас творческий хаусец тут небольшой. Надо ли, не надо материал, в общем, складское помещение. И сейчас перемещаемся, собственно, в рабочую зону. Это у нас вроде такой декоративный, так скажем, бокс для чистых работ, как можно назвать. А здесь у нас работа грязная. Сейчас мы переместились в рабочее помещение. Там у нас, как я уже сказал, для чистых работ. Это помещение у нас в основном для работ таких грязных, так их называют. Сейчас прямо у нас делается перетяжка потолка до высокого круизера. Черная потолочная ткань. Вот так это выглядит. Дальше стенд, полка с материалами, краска. Вот на секундочку набор краски покупался, изначальная стоимость набора краски была 114 тысяч рублей. И из этого набора процентов 40 оказалось ненужными, и потом докупалось еще примерно на такую же сумму. Это про покраску кожи сейчас говорю. Опять же, из недавно приобретенного оборудования, как парогенератор, очень нужная, полезная вещь. И теперь в швейницах. Саша занят у нас переборкой ремней безопасности. Будет меняться цвет ремней безопасности. Здесь реальный пенсионерский фильм «Джентльмены удачи». По машинкам. Обе машинки у нас имеются, обе машинки, они по среднему тяжелым материалам. Это с трех. С тройным продвижением. С тройным продвижением, да. Это с двойным продвижением. В общем, по стоимости это примерно полтинник, это 1040 стоит. В принципе, все. Не самое грязное помещение, сюда мы обычно вообще никого не пускаем. Здесь грязь, хаос и ужас. Это шпаклевочная. Здесь все шпаклюется, трется, затирается, наждакуется. Если бы камера передавала запах бы, сейчас бы у вас глаза резало. Сам с братом начинал по перетяжке рулей. Первый руль научил меня он. Какое-то время работал под четким руководством и техническими указаниями брата. Потом переместился сюда в качестве мастера. Вот из комнаты, из которой мы только что ушли, где швейные машинки стоят,
Сначала я эту территорию снимал за 5000 рублей, то есть кабинеты, где стоят машинки. Потом планомерным образом, сейчас это находится все в моем владении, являюсь творческим вдохновителем и основателем в том виде, в каком у нас сейчас, вот этого автоателье. У нас больше не автоателье, а мы себя позиционируем как СРС. СРС это сервис рестайлинга салона, то есть обновление салона. Все, что касается салона, практически все мы можем. Ну, за некоторыми исключениями. Основной упор у нас идет, для кого мы прежде всего нужны? Для людей, которые либо отъездили года 3 минимум на своей машине, либо только купили машину, я с таким с подушатым салончиком. Основной упор идет на восстановление салона. Покраска кожи, замена элементов, перетяжка рулей, перетяжка потолков. Ну, остальные такие хотелки некоторые тоже можно. Те же карты дверные, те же подлокотники, строчки, ромбики и так далее. Было когда-то основным родом деятельности это перетяжка торпеды после ДТП. То есть все вот это помещение занималось именно этими работами. В общем, сейчас эта услуга также осталась, она является одной из основных услуг. Но плюс к этому мы прибавили именно все то, что я только что рассказал. Это мы нашли у клиента в машине плетку. И вот Юрий мне этот факт повеселил. Это та же Юрина шьет чехол для лыж. Сама сидит в чехле в этом и его же шьет. Это я мой урод барышни, который на стене у нас. Татьяна Юрьевна в багажничке. Это я всех приглашаю в гости. Это та же Юрина. А это вот очень интересный персонаж. Обратите внимание на глаза. Это Максимка, он у нас раньше работал. Кстати, очень хороший мастер. Если кто-нибудь встретитесь с ним, мастера рекомендую брать. Внутри глаза. Он был расстроен, когда показал. Я выложил эту фотку в ВКонтакте, она есть в ленте. В общем, ему она не понравилась. Ему она не понравилась. Теперь про то, откуда о нас узнают клиенты. Клиенты прежде всего узнают о нас из соцсетей в наш век современный. Без этого уже вообще никак. То есть это регулярно сторис в Инстаграм, регулярно посты ВКонтакте, регулярно обновление сайтов. Все это у нас есть, все это веду я, как я уже говорил. И обусловлено это прежде всего тем, что вот нас всего трое, и одного сарафана, все, уже ушло то время, когда конторы держались на сарафане на одном. Один сарафан не обеспечит вас работой. Если вы один работаете где-нибудь там, не знаю, в сарае своем, либо там в своей комнатке, либо даже на балконе, есть мастера, я знаю, работают на балконе, то есть они перетягивают рули. Это в Москве такое практикуется. Как выглядит в Москве. Один мастер, у него машинка на балконе, и ближе лежащий автоателье носит ему рули. И вполне себе человек живет. Так вот, троих уже человек не обеспечит такой подход, поэтому, собственно... Ощутил ли ты в этот кризис, пандемию, какой-нибудь упадок работы, просадку? Прямо противоположное ощущение у меня от этого кризиса и пандемии. То есть я это объяснил для себя тем, что люди, которым было некогда к нам доехать, все решили приехать одновременно. И вот сейчас даже 2 недели вперед расписано. И в среднем вот всегда спрос превышает предложение. Бывают некоторые перекосы, они прежде всего вот новогодние праздники, когда люди не понимают, что им делать, пить, отдыхать или машину ремонтировать, или работать. Вот такие вещи, да, бывают, там перебуксовки некоторые. А в основном всегда мы всем заняты. Камера приехала у нас на ремонт сидений, на консультацию, что можно сделать с просиженным поролоном. А в итоге уезжает от нас с детейлинг химчисткой стоимостью 12 000 рублей. С записью на следующую неделю на полировку стоимостью 10 000 рублей. И помимо ремонта поролона покрашено сиденье вот это, заменен вот этот элемент. Итого чек планировался 2500, а уезжает на 32. То есть, в принципе, зарабатывать можно с этого. Как я все время говорю, самолет с этих денег не купишь, но жить можно. И сейчас же, опять же, перейдем к самому для многих интересному, это финансовая составляющая, сколько кто зарабатывает, сколько сотрудников, сколько они зарабатывают, сколько у брательника остается чистыми на кармане и сколько он времени уделяет, опять же, всему этому. Ну, давайте сейчас его, собственно, и послушаем. Слушайте. Средняя продолжительность моего рабочего дня
12 часов, это среднее. Даже ближе к минимальной. Какое-то время, года 2, наверное, я себя не баловал вообще выходными, то есть вплоть до субботы, воскресенья. Сейчас суббота, воскресенье святое. Семья, дети, жены, родители. А по части финансовой ситуация следующая. Вот вместе со мной работают Саша и Таня. Саша специалист по торпедам, по перетяжке после ДТП. Сейчас уже профиль расширился, сейчас вот уже потолки, пластик красим, потолок делаем, это тоже Саша частично. А Татьяна мега-мастер, мега-универсал, делает все. Абсолютно все, вплоть до перетяжки салона, но как бы квалификацию жалко, так скажем, тратить ее на перетяжку салона, то есть ее надо выстегнуть из процесса минимум дней на 10, поэтому и салон, собственно, не берем. А технически мы это делать можем. По оплате труда Татьяна средняя опять стоимость цифр, зарплата порядка, вот, это на основе цифр, которые год статистики есть, 32 тысячи рублей. Татьяна средний заработок и порядка 37 Сашкин средний заработок. Мой заработок средний это порядка 70 тысяч. Если минимум-максимум брать, было минус 22 минимум и 218 максимум. Опять же, это учитывая то, что ты не просто руководишь процессом, ты параллельно еще перетягиваешь рули. Я весь работе целиком, то есть я целиком здесь, короче. Я любую работу, которую может делать Саша с Таней, делаю я. Ну, за исключением торпед. Тут Сашка у нас мастер, как минимум, в Липецке лучший. То есть, по сути, почти каждый день у тебя руль. Помимо руководства у тебя еще перетяжка руля. Руководство, грубо сказано, как бы будет пафосно. В общем, я такой же мастер, как и все, плюс на мне еще все организационные работы, закупка материалов, общение с клиентами. Бухгалтерия. Естественно, бухгалтерия, инстаграмы, контакты. Получается, не пафосно сказано. И все. 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 Вот, помещение, сколько стоит помещение? Аренда помещения по зиме 42-45, это вместе со светом, с отоплением, со всем. 144 метра у нас. 144 метра, летом 36-38, зимой 42-45. Ну и находитесь, собственно, в городе. По расположению, я считаю, очень удобно. То есть у нас охраняемая территория, шлагбаумы, сторожа, собаки, камеры, все есть. Мойка. Мойка прям напротив. Не то, что где-то прям, а вот именно дверь открываешь, и вот мойка. То есть удобно, очень удобно в этом плане. Ну и по скриптам. Если кому-то кажется, что это не его, он был всю жизнь, там, не знаю, таксистом, плотником, столяром, или в тюрьме, может, возможно, даже сидел, то, уверяю вас, вы глубоко ошибаетесь. Мой прежний род деятельности, отношения к тем, чем я занимаюсь сейчас, не имел вообще. 15 лет спецназ МВД СОБР. В общем, это все к тому, что совершенно никакой корреляции нету в моей прежней жизни и жизни теперешней. Нужно вовремя, даже не вовремя, а в любое время нужно заняться чем угодно нужно заняться и делать то, что делаешь хорошо. Все. Никогда такого не было, чтобы никак не было. Хоть как-нибудь, да когда-нибудь, да было, как бы оно там не было. Ну и сама мысль, то, что мы с братом вообще никак не работаем вместе, она будет в корне неверна. На самом деле у нас постоянно идет обмен клиентов. Мне звонят, то, что надо перетянуть там руль, я отправляю к брату, перетяжка салона отправляет он ко мне. Да, есть между нами кое-какая отдаленность в плане работы. Предлагал неоднократно, вот прям по соседству, также сдавался бокс, примерно такой же, 30 только в месяц, мол, брательник, переезжай ко мне. И атаковал, прям реально меня атаковал, надо переезжать вместе, прям чтобы, блядь, захватить весь мир, как он говорит частенько. Но я отказался. В данном же случае, если бы я работал вместе с братом, ну, времени у меня бы вообще бы не хватало. Она и сейчас так мало времени на самом деле на все это дело. А так бы вообще было бы не было, на самом деле. Вообще бы не было. Я бы здесь бы жил вот вместе с братом. Вот осталось бы только здесь раскладушку положить и вообще отсюда не вылазить. К сожалению, это работа такая, которая отнимает очень много времени. И не думайте, если вы решили этим заняться, это так,
легкие деньги. Здесь реально приходится работать. И какой хочется сделать вывод из всего этого видео. Быть просто хорошим мастером недостаточно, надо развиваться, находить более большое помещение, нанимать людей. Но вы спросите в очередной раз меня, почему я, собственно, сижу в этой зоне комфорта. Я на самом деле пару лет назад для себя понял, что я не хочу всю жизнь заниматься этой перетяжкой, кому-то перетягивать салоны. Я хочу развиваться немножко в другой деятельности. В этой сфере я немножко притормозился, чтобы развиваться в другой. На данный момент мне нравится снимать для вас видосы. И надеюсь искренне, что вам нравится их смотреть. Можно всю жизнь посвятить поиску любимого дела, но так и не занявшись им. Но если хотя бы есть маленькая надежда, призрачная надежда, то что вы можете этим делом все-таки заняться, мне кажется, надо рисковать и пробовать, начинать им заниматься. Посмотрите вокруг нас, сколько людей, которые отдали годы в институтах обучению профессии, которые даже не хотят заниматься. И посмотрите на людей, которые всю жизнь работают на работе, которую искренне ненавидят. Не надо так. Ищите себя, ищите дело, которому хотите посвятить всю свою жизнь. Все, пока.